Чанган CS55+. Это достаточно известный уже и продаваемый кроссовер современности. А знаете, почему его покупают люди? Потому что конкуренты предлагают за те же деньги намного меньше. Но есть и другая сторона медали. Многие пользователи жалуются на работу робота, на глюки в электронике и на специфичный запах нового автомобиля. И самое главное, люди до сих пор не понимают, насколько этот автомобиль долговечен. Поэтому сегодня мы взяли в долгий тест-драйв этот автомобиль, пообщались с владельцами, изучили техническую часть, обратили внимание на минусы и плюсы и сможем вам ответить на главный вопрос. Чанган CS55+. Это все-таки удачная покупка или просто красивая обертка? Конечно, мы сделаем наш тест. Но, кстати, есть что про него рассказать интересное. Понял? Она неуправляемая. По традиции начинаем наш обзор с внешнего вида автомобиля. И что хочется сказать, когда я впервые увидел эту модель? В том, что автомобиль смотрится, как многие китайцы, так и немножечко агрессивно. Но здесь внешний вид, назовем это так, немного специфичный. Я бы сказал даже на любителя. Но хищный прищур передней оптики дает нам небольшой намек о том, что автомобиль будет агрессивный и с намеком на какую-то дерзость. По пропорциям автомобиля здесь, в принципе, все понятно. Линии кузова достаточно стандартные, ничего необычного Чанган нам не предлагает. По форм-фактору это прямой конкурент Geely Atlas Pro, Haval Julion, Chery Tiggo 7 Pro. По внешнему виду, честно сказать, мне он не очень нравится, особенно в белом цвете. Передняя решетка сделана как-то максимально массивно, форма ее какая-то несуразная, как по мне. Но я видел этот автомобиль на драйве, когда изучал отзывы автомобилей в черном цвете. Там был сделан еще такой, знаете, shadow line по хромированным решеткам. 20-е колеса стояли, и внешний вид автомобиля был очень даже привлекательный. Поэтому, как часто это бывает, цвет и колеса в автомобиле очень сильно решают. Поэтому вот в данной конфигурации автомобиля мне не очень нравится, но в черном цвете он прям хорош. Друзья, начинаем тест-драйв, уселись, под настроечки поставили руль сидения, драйв и погнали. Что же этот автомобиль нам подарит в ходу? Потому что в этом бюджете требования к автомобилю на самом деле не очень высокие, да и надо понимать, под какие задачи все-таки он. Это максимально вальяжная, комфортная, спокойная езда по городу, с семьей, потому что просторность салона, как вы поняли, здесь достаточно хорошая. Очень специфичный звук поворотников. И я вам скажу, что я не первый день за рулем этого автомобиля. Все, кто слышал этот звук, все обращали на него внимание и говорили: ты, наверное, в китайском автомобиле. Что за своеобразный звук? Да, назвать его каким-то приятным не поворачивается язык. По разгону машина сразу же прям чувствуется неплохой подхват. Интересно едет. Едем мы сейчас в режиме эко. Есть режим у нас нормал и спорт. СПТ сократили почему-то китайцы на вот этой вот шайбочке. Что интересно, что дозирование педалью здесь очень специфично. Надо привыкать, потому что вот когда мы даже делали подсъемы автомобиля, не я был за рулем, другой человек, и он отметил, что, привыкнуть к педали газа очень тяжело. Она какая-то нелинейная, то есть нажимаете чуть-чуть, машина никуда не едет. Нажали чуть-чуть больше, она уже срывается вперед. Нажали еще больше, с большего ничего не меняется. То есть нету вот этой вот правильной линейной отдачи, к которой как бы все вроде привыкли и все требуют автомобиля. Вот я уже тут условно за недельный тест более-менее приловчился, чтобы ехать плавно, равномерно и так далее. Потому что первые дни, которые я ездил, пассажиров из-за вот такой рваной какой-то езды даже немножко укачивало. И в связке с плавной валкой подвеской и не совсем, скажем так, четкой работы коробки, она тоже такая чуть-чуть дерганая. В сумме получалась такая достаточно рваная езда, и к этому действительно надо привыкнуть. Дорогой мой зритель, наверняка ты хочешь узнать, что здесь по краске, есть ли здесь цинк, из каких металлов собран этот автомобиль. Special for you, делаем замеры. Капот 114 микрон с цинком. 114, 114, 115, 97. Слой достаточно плотный. Переднее правое крыло 104, 114, 115, тоже с цинком. Передняя правая дверь 108, 117, 117, 118 микрон с цинком. Пробежимся по стоечкам. То же самое, с цинком у нас металл 96, 118 микрон.
Крыша. Во многих автомобилях она идет без цинка. И здесь точно так же. Но слой достаточно плотный, в районе 100 микрон. Задняя дверь. 120, 120, 113, 102 микрона, тоже с цинком. И заднее правое крыло 120, 119, 114, 104 микрон с цинком. И остается у нас крышка багажника. Верхняя часть здесь пластиковая накладка. Нижнюю часть промеряем. 89, 115, 115, 115. Черный металл с цинком. 95 микрон с цинком. 78 с цинком. 63 микрона с цинком. Задний проем. 92 микрон с цинком. Порожек 83 микрона с цинком, что очень хороший показатель. На заднем правом проеме, кстати, у нас установлена дублирующая табличка по автомобилю. Поэтому, кто ищет ВИН-код, заднюю правую дверь открываем, и здесь прям будет табличка. И если бы Джереми Кларксон взял бы этот автомобиль на тест-драйв, он бы сказал бы так: посмотрите, что за чудесный автомобиль придумали, как он классно едет, как он рулит, а выглядит он просто великолепно. И лучше только Fiat Multipla, это его прямой конкурент по внешности. А технологичность его такая, что можно выколоть глаза и открутить голову тому, кто это придумал. Цена-качество просто вот под те задачи, которые вы хотите. То есть хотите новый автомобиль за 20-ку, вот покупайте себе Чанган, едете и так далее. Кстати, по аудиосистеме еще хочу сказать пару слов. Надпись «Пионер» здесь не говорит ни о чем. Хочется какого-то качества. Музыка играет максимально сухо, по мощности неплохо. И радует еще, что карты дверей, где стоят низкочастотные динамики, собрано неплохо, какого-то лишнего дребезга нет. Поэтому мощности звука, кто просто любит громко послушать, вам хватит. Но кто любит, чтобы частоты были разделены, верха были шелковые, мягенькие, чтобы середина выделялась как-то там. Ну, в общем-то, здесь просто вот такой вот борщ. Громкий, мощный. Качества здесь нет по звуку. И эквалайзер трехпозиционный, он, в принципе, там ничего особо не настраивает. Да, можно чуть добавить верхов, что-то добавить басов, но все это вот в таком вот компоте, который варится под какую-то определенную музыку. Поэтому какой бюджет, такие, собственно говоря, и аудиосистемы. Давайте заглянем под капот данного автомобиля. Открывается он флажком под рулем. Один щелчок, капот приподнялся, и уже дальше открываем его в одно движение. Под капотом у нас 2 GZ GTE хотелось бы увидеть, но по факту здесь 1,5-литровый 4-цилиндровый китайский мотор серии Blue Core. Ну, кстати, есть что про него рассказать интересное. Аббревиатуру этого мотора вы увидите вот где-то здесь, потому что выговорить ее и запомнить, ну, и не хотелось, и в принципе мне это не надо. 181 лошадиная сила, 280 ньютонов крутящего момента. Эти цифры, которые в основном всех интересуют. Этот мотор, а точнее серия Blue Core, был какой-то экземпляр, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Вы только вдумайтесь, да, китаец в книге рекордов Гиннесса, причем по мотору, который смог отработать в режиме максимальных оборотов 259 часов 46 минут и 45 секунд. Но это просто какая-то мега нагрузка, которую этот мотор выдержал и отработал очень много. Можно условно сказать, что этот двигатель при должном обслуживании проходит очень хорошо. Мотор на самом деле современный, и из 1,5 литра здесь выдавили такую мощность за счет всех современных систем. Это система изменения фаз газораспределения, это турбонаддув с изменяемой фазой, система охлаждения надувочного воздуха здесь уже жидкостная, ну, естественно, непосредственный впрыск, поэтому мотор в целом выдает хорошие показатели. Блин, а понаставили все-таки здесь всяких технологий в эти китайские брички. Что касаемо топлива, хоть на лючке здесь и стоит рекомендация заправлять от 92-го, я же настоятельно рекомендую заливать сюда 95-й, 98-й или 100-й бензин. На 92-м лучше, на современном моторе с технологическими всякими штуковинами лучше не кататься. Экономия на топливе выйдет боком. Но это все лирика. А что говорят реальные условия эксплуатации? Владельцы отмечают, что автомобиль действительно едет хорошо. Динамики хватает как в городе, так и на трассе. Ощущения овоща нету никакого. Но это все ощущения каких-то людей и цифры на бумажке. А мы же любим проверять динамику автомобиля в реальных условиях и на специальном оборудовании. Выезжаем на максимально безопасный, скажем так, участок дороги, делаем замер 0-100, чтобы не просто словами, а цифрами вам показать динамику автомобиля. Ланч-контроля, естественно, в этом автомобиле нет. Будем делать классический, скажем так, вариант разгона. Перенос с педали тормоза на педаль газа. Итак, поехали. Небольшая пробуксовка. Быстрое переключение. 100.
Я вам скажу, это неплохо, это действительно неплохо, и показатели вы видите у себя на экране. Давайте пробежимся еще по некоторой специфике этих моторов. В том, что он не имеет еще огромной статистики по своему ресурсу, я нашел кое-какие, скажем так, замечания от владельцев этих автомобилей. И на каких-то достаточно крупных пробегах, уже под 100 тысяч, у кого-то в редких случаях наблюдался жор масла. Конечно же, проверить или опровергнуть эти данные я не могу, но, по крайней мере, такая информация на ресурсах интернете встречается. Еще хотелось бы сказать однозначно по поводу расхода топлива, потому что многих потребителей и пользователей данного автомобиля, ну, в принципе, любого автомобиля, этот вопрос всегда волнует, потому что современный бензиновый мотор действительно дает и классную динамику, даже с низов, и хорошую топливную экономичность. И этот автомобиль — это не исключение. Даже я, вот откатавшись на этом автомобиле больше недели, с специфичной, скажем так, условиями эксплуатации, да, то есть это какие-то и разгоны, и подсъемы, бывает, что машина долго стояла заведенная. Средний расход по городу у меня показал бортовой компьютер 10,5 литров. Ну, скажу вам так, для такого размера и массы автомобиля это очень хороший показатель. Поэтому точно можно сказать, что связка мотора и робота в этом автомобиле показывает хорошие экономические показатели. Я думаю, что при обычной езде в этом автомобиле, скорее всего, расход топлива будет в районе десятки. Ну, вот в городе плюс-минус нашего формата. То есть мы записываем обзор в Бресте, вот, поэтому показатели экономичности в этом автомобиле радуют. Теперь переходим к самому спорному агрегату этого автомобиля. Это коробка передач. Это мокрый робот. Я первично думал, когда брал этот автомобиль на обзор, что там будет стоять типичный гитрак, который ставится, в принципе, почти во все китайцы и во многие европейские автомобили, TM047 FDB. Производство компании Сунь-Дунь Пень Industrial. Больше всего дискуссий владельцев автомобилей по данной коробке. Нету какой-то статистики и понимания вообще, как долго она проходит и как она себя проявит через некоторые годы эксплуатации. Что хочу отметить и, в принципе, подтверждаются отзывами владельцев. Коробка — это вот не тот старый робот, который ставили там на японцах с одним сцеплением, где переключения достаточно медленные, некомфортные и так далее. Здесь коробка работает достаточно быстро, четкие переключения, она показывает хорошую экономичность, связки, особенно с этим мотором. Но есть и нюансы, которые очень специфичны и четко проявляются при долгой эксплуатации. И вы это поймете, если ездили на других современных роботах, тех же DSG или том же Гитраге, что вот этот робот работает очень специфично. Если вы, повторюсь, ездили на механике, либо на каком-то там старом роботе от Toyota, вот, то, конечно, работа этого робота вас удовлетворит. Поэтому все познается в сравнении, поэтому мы делаем большое количество автообзоров, тестов для того, чтобы было четко сформированное мнение, как хорошо, как плохо. И эту информацию передаем вам, дорогие зрители. А чтобы информации вы владели больше, которую мы вам передаем, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые выпуски. И ставьте комментарии для того, чтобы была активность на наших видосах. Пару слов хотелось бы сказать про подвеску. В этом автомобиле спереди стоит, ну, по классической схеме Макферсон. Но сзади, для такого бюджетного автомобиля, здесь поставили многорычажку, что немаловажно. Вот мы сейчас и выехали на бетоночку, и она вся такая рифленая. И вот здесь работа подвески чувствуется очень хорошо, именно шумность. Поэтому комфорта минимум, шумно отрабатывает, мягкой тоже ее не назовешь, но вот при проезде неровностей, ну, типа спящих, да, она отрабатывает неплохо при медленном проезде, но если вы быстровато где-то на него наскочили, либо какая-то, не знаю, наплыв асфальта, короче, что-то большое, неровность, яма у вас попалась, отработает подвеска жестко. И это отмечают многие пользователи в отзывах по этому автомобилю. То есть в целом она вроде бы такая вальяжная, мягкая, но при мелких неровностях и при быстром проезде крупных она не чувствуется такой прям собранной, эластичной, что ли. Ну и в плане рулежки, какой-то активной езде кренов у автомобиля хватает. То есть при вальяжной, медленной, размеренной езде, в принципе, она отрабатывает нормально, но если вы любите активную езду, где-то в повороты любите поднавалить, эта подвеска вас разочарует, и настройка здесь отсутствует напрочь. Друзья, самое неоднозначное в этом автомобиле — это тормоза. Спереди стоят дисковые вентилируемые, сзади обычные дисковые тормоза. И что хочу сказать, при обычной езде городской, спокойной, тормоза понятные, педаль прогнозируемая, в принципе, все работает вроде бы неплохо. Но как только вы попадаете в какую-то экстренную ситуацию и надо применить мощное, точное, интенсивное и, опять же, экстренное торможение,
этот автомобиль показывает себя крайне нестабильно. 3, 2, 1. Понял? Ну это же пи***ц. Это, блядь, не машина, а консервная банка, которая, блядь, катится по полу. Она неуправляемая. Так как наши обзоры постоянно смотрят китайские автопроизводители, Чанган, пожалуйста, посмотрите видос и сделайте что-нибудь, чтобы автомобиль адекватно, прогнозируемо останавливался хотя бы со 100 км в час. Хотя бы. Спасибо. Самый главный вопрос у хейтеров про китайские автомобили: а как он себя будет чувствовать через пару лет, что будет с вашим кузовом, а не сгниет ли он полностью? Как вы видели, кузов почти весь оцинкованный, только крыша у нас не оцинкована. Ну, в принципе, это приемлемо для многих автомобилей и европейских производителей. Но есть кое-какие негативные моменты уже от владельцев, потому что статистики сейчас огромной нету, машины не так много ездят по дорогам нашим, да, достаточно быстро появляются какие-то небольшие сколы. Понятно, что страдает передняя часть от пескоструя, и есть здесь заводская обработка, но назвать ее эталонной нельзя. Поэтому многие специалисты рекомендуют делать дополнительную обработку днища и скрытых полостей автомобиля, чтобы сохранить кузов более долговечно. Ну и рекомендация, конечно же, в принципе, это всех автомобилей касается, особенно тех, которые много ездят по трассе, защищать переднюю часть бронепленкой, какие-то уязвимые зоны, ну и там зоны погрузки, к примеру, чтобы меньше страдал лак. Потому что также пользователи Чинганов отмечают, что лак достаточно мягкий и быстро проявляются царапины даже при небольшом каком-то воздействии на кузовные элементы. Поэтому делаем главный вывод. Если следить за кузовом, то, скорее всего, каких-то серьезных проблем с автомобилем не будет. Ну, а если полностью его забить, нормально не мыть, не антикорить, не защищать, то, скорее всего, вопросы какие-то возникнут. Давайте еще покажу вам, как работает круиз-контроль. Есть здесь адаптивный, который следит за полосами. Вот куча китайских сейчас идентификаций загорелась. Не знаю, что они обозначают. Ну, понятно, когда горит красным и пишет там руль, ну, возьмите руль. Тут интуитивно понятно по, скажем, той схеме, которая отображается. Читает полосы, видит расстояние до впереди идущей машине. Вы смотрите, что подруливает. Ух ты! У нас тут нет разметки, новый асфальт, и она прям очень резко куда-то увиливает. Ну, то есть я стараюсь держать руль, но она не понимает. Поэтому надо пользоваться там, где хорошая разметка, есть нюансы. Поток видит достаточно плотно, расстояние до впереди идущего автомобиля тоже видит. Можно его, кстати, и менять ближе, дальше, как вам комфортно ехать. Но, кстати, прикол, сейчас мы стоим на холостых, на круизе, 1000 оборотов. О, выключили круиз, и обороты упали на 900, то есть она на 800, все. То есть она на круизе, в пробке, как будто вот держит автомобиль под нагрузкой. Самое прикольное, когда вы включаете активный круиз-контроль, типа ассистент именно в полосе и так далее, приборка прям меняется. Вот она уже видит полосы, тут вымеряет до впереди идущего автомобиля. Интересно себя ведет. Кстати, знаки Беларусь читает вообще без вопросов. Классно едем, впереди поток останавливается. Я сейчас автомобилем по факту не управляю. Вот, то есть все у нас неплохо работает, я вам скажу. Вот здесь разметочка четкая. Она не супер новая, прошлогодняя, но четко отрабатывает. Иногда просит, естественно, взять руль. Куда-то пошла не туда. Так, не мешай мне рулить. И в пробках не стойте на активном круизе, четко вам скажу, точно. Будет повышенный расход топлива, будет повышенный износ коробки передач, потому что чувствуется, как машина стоит в нагрузке. Повышенные обороты у нее, то есть не холостые, там 700-800 оборотов, а 1000. Друзья, разместился я за рулем данного автомобиля. Что хочется сказать? По эргономике здесь в целом все неплохо. Но какие-то нюансики сразу же проглядываются, и понимаешь, что этот автомобиль все-таки находится у нас в достаточно бюджетном сегменте. Поэтому вот подлокотничек, который чуть-чуть щелкает, вроде бы солнцезащитный козырек с зеркальцем, все в порядке. Но если основная подсветка у нас салона сделана диодная, то подсветка, которая сделана у нас для того, чтобы смотреться в зеркало, дополнительной клавишей обычной галогеновой. И включается таким прям жестким тумблером. Ну, в общем-то, все намекает нам на то, что этот автомобиль действительно, ну, один из самых дешевых кроссоверов на рынке. По приборке в целом читабельность более-менее, но немножко расстраивает то, что у нас не полноценная перевод, потому что здесь у нас почти все русифицировано, здесь у нас половина текста английским и еще часть китайским. Все уведомления на китайском. Вот по пробегу информация на китайском. И, в общем-то, приходится уже интуитивно как-то догадываться, что где обозначает. И
что показывает. Хочется еще сказать немножечко по поводу руля, его формы. Некоторые бренды уже прям часто начали ставить себе такую баранку, вот не побоюсь этого слова, потому что вот этот вот какой-то полуовал, он неплох при езде по прямой. Хват более-менее неплохой. В верхней части почему-то рифлености есть, то есть как будто его так вот надо держать, хотя это абсолютно неправильное положение. При маневрировании, особенно где-то в городе, на маленьких парковках, при разворотах, когда вы крутите вот этот вот руль неправильной формы, это на самом деле максимально неудобно. Напишите ваше мнение, кто ездит на таких рулях. Это, я знаю, вот есть бараний рог такой в Теслах, похожие формы рулей в Аватаре, да. Но именно здесь он, как по мне, достаточно неуместный. По обзорности вопросов здесь нету. Приборка очень сильно напоминает нам тематику Peugeot 3008, 5008. Да, такой вот, скажем, небольшой горбик, плавник, и в котором уже встроен дисплей, который, кстати говоря, очень хорошо читается. Вся информация достаточно понятна, нормальная по размерам, достаточно крупная, а не так, как бывает часто в некоторых китайских автомобилях, где надо прищуриваться, смотреть и что-то там высматривать по информации. Здесь, в принципе, все окей. По поводу управления блока клеммы и так далее. Классно, что выведены горячие клавиши физического формата, да, то есть они сенсорные, но выведены отдельно, не надо колупаться где-то в мультимедиа. Плохо, что сенсорные клавиши выведены знак аварийки, да, то есть хочется аварийку где-то быстро нащупать, нажать. Здесь такого нет. То есть она сенсорная, можно промазать, включить в этот момент либо рециркуляцию, либо там изменение обдува, а не аварийку, как вы хотите это сделать в какой-то экстренной ситуации. Подогрев у нас по сидушкам греет только нижнюю часть, то есть не прогревает спинку. Я вам это наглядно покажу с помощью тепловизора. Ну и за счет того, что мы используем тепловизоры при наших осмотрах, занимаемся мы автоподбором по всей Беларуси, поэтому обращайтесь за услугой. Сейчас я вам продемонстрирую, как это наглядно видно, что подогрев идет только в нижней части. Пойдемте покажу. Подогрев у нас идет именно в нижней части, а видите, верхняя часть, то есть спинка, она совсем никак не греется. То есть явно элемент нагрева у нас установлен только в нижней части. Ну и по пассажирскому сидению, в принципе, по пассажирскому сидению видно точно такая же картина, что прогревается только нижняя часть. Насчет работы климат-контроля, наверное, все китайцы страдают проблемой корректной работы климат-контроля. А, естественно, бюджетные автомобили страдают еще больше. Поэтому здесь периодически во время поездки требуются манипуляции с температурой. То добавить, то убавить, то с направлением воздуха поиграться. Не чувствую я себя здесь максимально комфортно в протяжении всей поездки с одной температурой. Не работает она так корректно, хорошо, чтобы мне было прям окей. Так как это у нас семейный кроссовер, конечно же, хочется понять, как там сзади себя будут чувствовать пассажиры. Поэтому давайте, вот я сам за собой присяду и посмотрю, сколько там места. Вы знаете, здесь действительно очень просторно. Впереди до сиденья, которое было подрегулировано до меня, здесь прям целый кулак вмещается. Наклон спинки достаточно неплохой. Панорама тоже, скажем так, не обделила пассажиров сзади. Есть у нас подлокотничек с подстаканниками. Центральная часть нам дает возможность подключения зарядки USB и воздуховод один, который можно настроить, понимаете, положение только в одну сторону. Поэтому, если здесь будет два человека, которые захотят, чтобы им холодный ветерок дует, придется драться за потоки холодного воздуха. По потолку, видите, запас достаточно хороший, поэтому, в принципе, даже в дальней поездке здесь будет комфортно. Небольшие кармашки для мелочевки. А по карте двери у нас здесь стеклоподъемник, кармашек для какой-то мелочевки и, кстати, для напитков, к примеру. Поэтому здесь, в принципе, все адекватно. Кстати, защелкнуть пластик. Подсветки, как видите, со стороны нету. Есть один плафончик, который регулируется кнопками. И, кстати, здесь он диодный для подсветки. Что еще хочется отметить? Есть подголовники, да, которые, в принципе, можно отрегулировать. Даже какое-то крайнее положение, но почему-то у них нету ограничителя. То есть вы выставляете, он просто поднимается в верхнее положение. И радует здесь наличие панорамы. Причем не просто панорамы, но целого люка. То есть здесь верхняя часть, вот до вот этой вот планочки, у нас может либо приподниматься в режиме вентиляции, либо отъезжать назад для того, чтобы поступал свежий воздух в салон. Поэтому приятный бонус. Не каждый автомобиль сейчас оснащен именно вот такой большой панорамой с возможностью открытия ее как люков. Поэтому здесь, я считаю, это достаточно серьезный плюс для такого класса автомобиля.
Ну вот за люк отдельный лайк. На самом деле радует шумка в автомобиле. Ну и, конечно, мы сделаем наш тест по проверке шумности автомобиля при заданной скорости. И вот мы едем нашу скорость, и вот шумность. Я думаю, вам видно на камере. Я думаю, что она вполне себе приемлемая. Сидушки мягкие, неплохо в них залазить. Всего по факту у нее две настройки: вперед-назад, наклон спинки, ну и сидушку можно вверх-вниз. Не хватает наклона. Лайфхак есть такой же, как в Джили. Подставляются пару шайбочек для того, чтобы сделать наклон сидушки, и вы там плотнее сидели, не соскальзывали при торможении. Подколенного подпора нет, поэтому людей с длинными ногами, либо высоким ростом, да, будет некомфортно, особенно в дальних поездках. Боковой поддержки тоже здесь какой-то активно нету, поэтому, опять же, активная езда не про этот автомобиль. По лепесткам, стрекозам, скажем так, для переключения там света, дворников, управления и так далее, здесь все классически. Переключатель вращается у нас по свету, дальний, ближний, все это включается без нареканий. По дворникам тоже, в принципе, все понятно. И автос режим есть у нас, и задний дворник включается. Тут как бы все окей. По клавишам стеклоподъемников тоже все адекватно. Стандартная, кстати, настройка. Вниз это вниз, вверх это вверх. Вот, то есть здесь не придумали никакого реверса. По ручке по этой тоже у меня замечаний нету. Селектор лежит, в принципе, всегда в руке. Переключение режимов информативно понятно. Единственный минус, вот здесь вот есть клавиши, да, которые подсвечиваются, R&D, ну, то есть режимы движения. Они почему-то не подсвечиваются. То есть при переключении режимов вы можете увидеть, какой режим, только на приборной доске. Вот, то здесь никак не подсвечивается. Но режим паркинга, когда мы включаем, есть лампочка загорается. Несколько слов про заднюю часть автомобиля. То, что здесь стоят диодные фонари, это нам напоминают и надписи, где написано LED Technology. Вот это вот двойной, скажем так, стоп-сигнал, достаточно агрессивный, такой по-спортивному, спойлерочек черный глянцевый. Ну, в целом выглядит это все достаточно приемлемо. Надпись на китайском языке, которая переводится «Чанган автомобиль». Поэтому, кто вас будет спрашивать, что здесь, вы можете смело отвечать. Двойной выхлоп. Что хочется сказать про багажник, потому что багажник для семейного автомобиля это достаточно важный атрибут. 475 литров полезного, нужного объема. Шторки, как видите, нету по заводу. Есть у нас ниша, в которой спрятана домкрат, крюк, еще один крюк и баллонник. Зона погрузки достаточно высокая, поэтому здесь, скажем так, почти вот эта ровная штуковина получается у нас. Есть подсветка багажного отделения. Здесь, кстати, ее тоже сэкономили, поставили обычную галогеновую лампочку, то есть с нитью накала, а не диодную, яркую. По верхней части здесь обычный пластик. Есть у нас такой вот ниша для аварийного открытия багажника, если вы туда попали. Ну, и откинуть кресло заднего ряда можно с помощью двух защелок, естественно, по формуле 2 и плюс 1. Поэтому все откидывается, ровный пол становится, и вы увеличиваете объем багажника в разы. Кнопка закрытия багажника у нас с торца. Нажимаем. Привод работает достаточно оперативно, четко, с моментом дожима. В общем-то, про багажник больше и сказать нечего. То есть, если ты прошел мимо, он один раз пикнул, типа тебя обнаружил, и ты прошел дальше. Но если ты хочешь, чтобы он открылся, ты просто стоишь возле него, естественно, с ключом, и он открывается. Вот вам и алгоритм. Друзья, моделируем ситуацию. Идете возле своего автомобиля с закрытым багажником и всем, там с товарищем каким-то подходите такие, и он такой, багажник увидел, что вы подошли, пикнул, и такой, пойдем в другую сторону, потому что багажник начнет открываться. Понимаете? И вот я отошел, он уже не открывается. Но если мы, опять же, повторяем ситуацию, подходим, он пикает, ждем еще пару секунд, и багажник открывается. Поэтому не стойте долго возле своего автомобиля, возле багажника, если не хотите, чтобы он открылся автоматически. Давайте поговорим еще про вот эту вот нишу. Неплохо здесь ложится телефон. Вот у меня даже Galaxy S20, что-то там 3-4 Ultra. Без проблем он сюда ложится, места хватает ему, никуда он не ускользает, не отваливается. Единственный момент, что здесь нету бесконтактной зарядки. То есть многие привыкли, что в этих нишах уже стоят зарядочки, все подзаряжается. Здесь нету такой функции, поэтому, ну, нету так нету. Подстаканники здесь все окей. Подлокотник тоже достаточно вместительный, большой. Снизу ниша, тоже есть что положить. Вот эти вот лепестки по камерам, ну,
не знаю, необычное решение, неплохо, нехорошо, ничего не могу про них сказать. Шайба сделана максимально некрасиво. Заметил, кстати, такой момент, у нас совсем недавно на обзоре был Xiaomi, ярко-оранжевом цвете, сколько он собирал взглядов, и я вам скажу, что в этом автомобиле все абсолютно наоборот. Он настолько безликий, настолько четко уже вливается в поток современных автомобилей в Беларуси, что никто не обращает на него внимания. Вы, конечно же, напишите в комментариях, нравится вам или нет, потому что внешний вид — это вкусовщина, на которую трудятся все инженеры и завоевывают сердца того или иного потребителя. Друзья, ну и, конечно же, хочется ответить на главный вопрос. Кому же подойдет Chang'an CS55+. В общем, людям, которые ищут большой, современный, технологичный, хорошо оснащенный и динамичный кроссовер, и который готов мириться с какими-то специфичными моментами работы робота, с небольшими оплошностями китайского софта и возможностью его обновления, потому что, ну, надо допиливать там многие моменты, да. Но кто ищет автомобиль, чтобы купить на 15 лет и забыть, то тут однозначно стоит подумать. Неплохой автомобиль, однако без выраженной харизмы. Если стиль сразу же не зацепил, то такие автомобили чаще всего покупаются умом, набором по конфигуратору, удобными банковскими процентами, а не советом довольных друзей.